Всем привет, с вами Lingua Show. В сегодняшнем уроке мы с вами поговорим о прошедшем законченном времени и модальных глаголах. Если тебе интересно, конечно же, ставь лайк, подписывайся на канал, и мы начинаем. В ближайшем прошедшем законченном времени при употреблении модального глагола самостоятельно используется вспомогательный глагол avere. Например, perché non l'hai fatto? Non ho voluto. Почему ты этого не сделал? Я не захотел. В этом предложении глагол avere встречается в форме I. При использовании сочетания модального глагола и инфинитива другого глагола вспомогательный глагол avere или essere выбирается в зависимости от второго глагола, следующего за модальным. Например, рассмотрим форму dovere и lavorare. Ho dovuto lavorare. Мне пришлось работать. Hai dovuto lavorare. Тебе пришлось работать. Ha dovuto lavorare. Ему, ей пришлось работать, вам пришлось работать. Abbiamo dovuto lavorare. Нам пришлось работать. Avete dovuto lavorare. Вам пришлось работать. Hanno dovuto lavorare. Им пришлось работать. В этом случае с глаголом lavorare, конечно же, мы поставим глагол avere, так как lavorare – это не глагол движения. Но если мы возьмем, например, глагол andare, тогда мы уже будем использовать глагол essere. Давайте рассмотрим dovere и andare. Sono dovuto, dovuta andare. Мне пришлось пойти. Sei dovuto, dovuta andare. Тебе пришлось пойти. È dovuto, dovuta andare. Ему, ей пришлось пойти, вам пришлось пойти. Siamo dovuti, siamo dovute andare. Нам пришлось пойти. Siete dovuti, dovute andare. Вам пришлось пойти. Sono dovuti, sono dovute andare. Им пришлось пойти. Так как мы ставим вспомогательный глагол essere, мы уже с вами знаем, что окончание у модального глагола нужно изменять в зависимости от рода. Так, например, окончание «о» мы ставим у мужского рода, dovuto, окончание «а» мы ставим у женского рода, dovuta. Во множественном числе dovuti окончание «и» мы ставим у мужского рода и окончание «э» dovute у женского рода. Еще несколько примеров. Non ho potuto telefonarti. Я не смог тебе позвонить. Non sono potuto venire. Я не смог прийти. Ha voluto vedere questo film. Он захотел посмотреть этот фильм. È voluto andare al cinema. Он захотел пойти в кино. Ha dovuto lavorare tutto il giorno. Ему пришлось работать весь день. È dovuto rimanere a casa. Ему пришлось остаться дома. Исключением из данного правила является глагол essere, который в сочетании с модальным глаголом требует вспомогательного глагола avere. Например, Ho dovuto essere presente. Мне пришлось присутствовать. Abbiamo dovuto essere in ufficio alle 8. Нам пришлось быть в офисе в 8. При использовании сочетания модальный глагол плюс инфинитив возвратного глагола существует два варианта. Первый. Возвратная частица в нужной форме ставится перед модальным глаголом. В таком случае используется вспомогательный глагол essere. И во втором случае возвратная частица присоединяется к инфинитиву возвратного глагола, тогда используется вспомогательный глагол avere. Давайте сравним. Возьмем, например, глагол alzarsi – подниматься. Ho dovuto alzarmi. Mi sono dovuta alzare. Мне пришлось встать. Hai dovuto alzarti. Ti sei dovuta alzare. Тебе пришлось встать.
ha dovuto alzarsi, si è dovuta alzare. Ему или ей пришлось встать. Abbiamo dovuto alzarci или ci siamo dovute alzare. Нам пришлось встать. Avete dovuto alzarvi или vi siete dovute alzare. Вам пришлось встать. Hanno dovuto alzarsi, si sono dovute alzare. Им пришлось встать. Две эти формы одинаковы в использовании и абсолютно правильны. Какую форму выбрать, это уже на ваше усмотрение. Если вам понравился урок, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мне будет очень приятно, и до новых встреч. Всем пока!